Жителям больших городов, которые никогда не попадали на бескрайние просторы тундры, трудно представить, как среди снегов можно добыть зверя. Даже бывалым охотникам, привыкшим к климату средней полосы, приемы тундровиков порой кажутся настоящей магией. Безошибочно сориентироваться среди однообразного ледяного пейзажа, где нет никаких привычных ориентиров. Со сверхчеловеческой точностью подстрелить волка не из навороченного ружья с оптикой, а чуть ли не из дедовой двухстволки. Добыть песца, установив капкан так, что его не почует даже самый осторожный зверь. Что это, сверхспособности или навыки и умения, отточенные веками? Но прежде чем мы разберем удивительные охотничьи приемы северян и дадим несколько прикладных советов, не забудьте нажать на ракету, чтобы запустить это видео в топ. А теперь поехали! Абсолютно невероятным городским жителям средней полосы может показаться умение коренных народов Севера предсказывать погоду. Без специального оборудования и порой даже без термометра. Тем более, что в тундре вообще сложно рассчитывать на что-то со стопроцентной гарантией. В намеченное всегда может вмешаться пурга или внезапная оттепель. Так, в ненецком языке погода и имя верховного божества обозначаются одним словом – нум. Когда зимой утром первый человек выходит из чума и заходит обратно, его сначала спрашивают: как погода, есть ли пурга? У ненцев есть множество примет и поведенческих предписаний, связанных с метеопредсказанием. Например, если олени держат морды против ветра, к пурге. Если печная труба плачет, то есть капает, к потеплению с пургой. Если полугодовалый теленок зовет маму, как новорожденный, тоже к пурге. Все эти неприметные, на взгляд горожанина, выводы основаны на веках наблюдений. И самое главное, они реально работают. Северяне безошибочно ориентируются там, где, казалось бы, это попросту невозможно. Как найти верный путь, если вокруг километры одинакового белого снега? Так, в повседневной речи указания на стороны света у ненецких кочевников часто связаны с ветрами. Порой вместо слов «север», «юг», «восток» или «запад» ненецкие добытчики употребляют выражения «северный ветер», «южный ветер» и так далее. Для ненцев тазовской тундры северный ветер – холодный, нагоняющий воду, приносящий избавление от гнуса. Восточный – морозный, приносящий заморозки. Южный – теплый, вызывающий таяние. Западный – несущий дожди, влагу. Оленеводы хорошо знают, что с южным ветром часто появляется поземка, а западный ветер, дующий с гор, самый сильный и разрушительный. Отличительные качества ветров используются даже как вспомогательные признаки, помогающие определить стороны света. Ощущая, какой ветер дует, холодный или теплый, влажный или сухой, сильный или слабый, можно предположить его направление. Но как быть, если ветра нет? В условиях ограниченной видимости и недостатка наземных ориентиров самым надежным способом выдержать нужное направление у ненцев является коррекция маршрута по снежным застругам, парандеям. Заструги — это наметенные ветром плотные снежные валы. В момент образования они направлены своим гребнем по ветру. По словам ненцев, запоминание направления парандеев происходит у опытных тундровиков практически на рефлекторном уровне. Со снегом связано и невероятное умение читать звериные следы. Например, по следу хищника можно понять, охотится ли он сам или идет на отдых. В первом случае он петляет и делает зигзаги, а сам шаг неравномерный. Во втором след выравнивается и часто задваивается. Задние лапы вступают точно в следы передних, образуя вытянутую цепочку. Охотники до последнего могут оставаться невидимками даже для добычи с самым острым нюхом. Чтобы не спугнуть осторожного зверя, охотники перед выходом окуривают верхнюю одежду дымом багульника или ветками ели. Традиционная обувь, ее на Ямале называют бурки, шьется из оленьих шкур, что позволяет передвигаться абсолютно бесшумно. Одно из важнейших умений для добытчика-тундровика — умение передвигаться по глубокому снегу на широких лыжах. Иногда их даже покрывают камусом, шкурой с ног оленя или лося. Благодаря такой конструкции охотник не проваливается в сугробы и может не только идти бесшумно, но и не скользить при подъеме в гору.
Северных охотников считают поразительно меткими стрелками. Но мало кто знает, что главный секрет добытчиков кроется не столько в умении стрелять, сколько в умении скрадывать добычу. Добытчик идеально знает повадки животного и подходит на максимально близкую дистанцию, сводя риск промаха к минимуму. Конечно, это невозможно без идеальной подгонки оружия. Традиционные охотники подстраивают длину приклада и баланс ружья исключительно под свои физические параметры и экипировку. А еще многим из них доступна так называемая интуитивная стрельба. Промысловики годами тренируются палить, не тратя время на долгое прицеливание, так как в условиях тундры или тайги у зверя есть лишь секунда на реакцию. Еще до появления у северных охотников огнестрельного оружия они с удивительной изобретательностью могли добыть практически любого зверя. Вот, к примеру, довольно оригинальный способ охоты на оленя. Осенью, когда у этих зверей начинался гон, самцы группировали около себя важенок. На рогах домашнего оленя-манщика укрепляли ременную петлю и подпускали к стаду диких собратьев. При приближении манщика ему навстречу выходил самец. Олени сцеплялись рогами, на рогах дикого зверя затягивалась ременная петля, а охотник стрелял в дикого самца. В Тазовской и Гданской губах ненцы занимались охотой на морского зверя. Морских зайцев в конце лета, в начале осени выслеживали на льдинах и били с помощью маскировочного щита. А для добычи тюленя использовались связки крупных осетровых крючков, укреплявшихся в лунках-отдушинах. У некоторых северных народов добычей зверя занимались не только мужчины. Как правило, женщины добывали чаще птиц, чем опасных хищников. Но вполне могли ходить и на волка, если оставались одни и кормили семью. В традиционной культуре ни одна деталь добытого зверя не пропадала. Из костей, жил и шкур изготавливали одежду, обувь, нити, орудия труда и амулеты. Иное дело уже упомянутый нами волк. По мифологическим сюжетам этот зверь создан божеством подземного мира и тесно связан с ним. Кое-где раньше считалось, что его даже нельзя называть напрямую. Поэтому ненцы используют иносказания: гуляющий на улице, длиннохвостый или нылика — слово, обозначающее злого духа. Из-за связи с Нижним миром волк считается сакрально нечистым. Но о том, как ненцы охотятся на волков, мы расскажем в нашем следующем выпуске. Описать все секреты северных охотников в одном выпуске просто невозможно. Если вам понравился этот разбор, поставьте лайк, и мы продолжим рассказы об удивительных северных собаках-помощниках охотника и подробнее разберем экипировку добытчиков. Напишите в комментариях, доводилось ли вам встречаться с удивительными добытчиками или даже охотиться с ними вместе. Обязательно нажмите ракету, чтобы продвинуть это видео в топ. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. Увидимся!